Рождение от легенды. Имя Андреа Гиганта знакомо миллионам. Это не просто рестлер, это человек, который перевернул представление о физических возможностях. Его рост, масса, харизма — все это сделало его живым мифом. Но мало кто знает, у этого великана осталась дочь. Ее появление на свет стало событием, о котором долгое время не знали даже фанаты рестлинга. Ее мать, женщина по имени Джин Кристенсен, не была звездой, не ходила по красным дорожкам и не стремилась к славе. Именно поэтому рождение дочери прошло в тени, почти в секрете. Андреа на момент рождения девочки жил двойной жизнью. На ринге он был монстром, а за его пределами — человеком, скрывающим страдания. Он редко появлялся дома и почти не рассказывал о личной жизни. Для него сцена была домом, а дом — чем-то временным. Он был постоянно в разъездах, а когда все-таки бывал рядом, отношения с Джин были натянутыми. Родилась девочка, необычной. Даже медики сразу заметили. Это необычный ребенок. Уже в младенческом возрасте она выделялась. Была крупнее сверстников, с очень широкими плечами, массивными кистями рук и плотной костью. Медицинские осмотры показывали, это не случайность, это гены. Те самые, что сделали Андреа величайшим гигантом в истории спорта. О ее рождении не писали в новостях, не было заголовков, не было фотографий. Для мира она не существовала, а ведь она была прямым потомком легенды. И это молчание было лишь началом длинной и запутанной истории. Но каково это — унаследовать все от самого сильного человека планеты? Она унаследовала все. С раннего возраста стало понятно, дочь Андреа не просто ребенок. В ее теле будто обитала сила другого масштаба. К 3 годам она выглядела как 5-летняя, к 7 — как подросток. Учителя в школе говорили, что она пугает других детей. Ученики, что рядом с ней они чувствуют себя маленькими. А врачи, что ее тело развивается по законам, не совсем типичным для обычных людей. Исследования показали, у нее утолщенные кости, увеличенная мышечная масса и необычное строение суставов. Сила ее рук была в несколько раз выше, чем у сверстников. Это не результат тренировок или спорта, это гены. Настоящие, сильные, тяжелые гены. И если взрослым это казалось интересным, то самой девочке скорее наказанием. Она не могла купить обычную обувь. Ее одежда шилась на заказ. Каждый визит в больницу превращался в медицинскую сенсацию. Она была объектом интереса, а не просто человеком. Иногда она плакала, потому что не могла играть с другими. Потому что в зеркале видела не себя, а лицо, в котором люди узнавали кого-то другого. «Ты как твой отец», — говорили ей. И это не было комплиментом. Но ее история только начиналась. А в жизни девочки не хватало одного — самого Андреа. Почему же он был рядом только на бумаге? Отец-призрак. Она называла его просто «тот человек», потому что для нее он никогда не был папой. Он не читал ей сказки на ночь, не приходил на утренники, не учил ездить на велосипеде. От него были только фотографии и редкие звонки. Очень редкие. Андреа жил как легенда, но у легенд нет времени на семейные будни. Он приезжал, когда ему позволял график. Иногда на день, иногда на несколько часов. А потом исчезал. Снова в костюме, снова на арене. И каждый раз, когда он уезжал, она плакала. Слишком большая для своих лет, но все еще девочка. Его здоровье ухудшалось, а жизнь ускорялась. К тому моменту, когда ей исполнилось 10, он уже почти не появлялся. Он пытался защищать ее от внимания, поэтому официально не признавал дочь. Это было его решение — оставить ее в тени. «Чтобы она жила нормальной жизнью», — говорил он. Только вот жизнь в тени великана нормальной не бывает. Когда Андреа не стало, ей было всего 12, она не попрощалась. Даже не знала, что он болен, и вместе с ним ушел шанс услышать от него хоть раз «Я горжусь тобой». А ведь даже после смерти он оставил ей не только внешность, но и вопросы, на которые не дал ответов. Жизнь в тени Титана. Каждый день для нее начинался с отражения. Лицо, словно вырезано из старых постеров рестлинга. Тот же лоб, те же глаза, та же невероятная челюсть. Люди на улицах оборачивались. Кто-то останавливался, кто-то пугался. Некоторые даже просили автограф. И каждый раз ей приходилось объяснять: она не он. Но как объяснишь это, когда ты его копия? В школе ее дразнили. Дети могут быть жестокими. Дочь великана, мамонт, мужик в юбке. Это только мягкие прозвища. Учителя пытались помочь, но что они могли сделать? Изменить ее лицо, уменьшить рост, избавить от прошлого? В подростковом возрасте она пыталась стать нормальной. Худела, прятала волосы, надевала свободную одежду, избегала разговоров, удаляла упоминания об отце. Но чем больше она старалась стать невидимой, тем больше выделялась. Потому что ты не можешь скрыть гены, не можешь отменить наследие. Оно всегда будет за твоей спиной, как гигантская тень. И однажды эта тень выйдет на свет, потому что мир ждал и дождался. Первый публичный выход.
Это было случайно. Никто не планировал шоу. Она просто пришла на матч памяти Андрея, села в последнем ряду, надела очки и кепку, хотела остаться незаметной, но камеры все видят, и когда на экране появилось ее лицо, арена замерла. «Это она?» — прошептали зрители. Интернет вспыхнул. Фото облетело все спортивные сайты. Сотни комментариев, тысячи репостов. Имя Робин Кристиансен Русимов. Возраст 26. Внешность копия отца. На следующий день ей звонили из агентств, предлагали интервью, шоу, контракты. Некоторые даже хотели, чтобы она вышла на ринг. Все повторилось. Только теперь уже для нее. Но она не искала славы, не хотела фанатов, не стремилась стать символом. Ее выбор был другим, потому что она знала, слава отца — это не только сцена, но и одиночество. Однако мир не отпускал, а тело все еще было гигантским. Сила воплоти. В обычной жизни она не поднимала штанги, не ходила в спортзал, не боролась. И все же каждый, кто случайно касался ее руки, чувствовал, под кожей спрятана не просто мышца. Сила, с которой она рождена, ощущалась даже в движениях. У нее были огромные ладони, будто выточенные из камня, и пальцы крепкие, как у строителей. Обхват запястья превышал даже некоторые мужские, а ноги как колонны, способные удержать вес, неподъемный для других. Когда врачи в очередной раз осматривали ее, один из них сказал: «У тебя кости рестлера, даже если ты не выходила на ринг». Это была правда. Ее скелет был почти в 1,5 раза плотнее нормы, а хрящи и суставы будто усилены изнутри. Природа создала ее как наследницу гиганта, без лишних усилий. Ее не радовала эта мощь. Она не чувствовала гордости. Наоборот, старалась не дотрагиваться до хрупких вещей, боялась обнять кого-то слишком сильно, боялась быть слишком большой. И чаще всего боялась, что люди будут смотреть на нее как на экспонат. Но сила была с ней каждую минуту. Даже когда она пыталась быть слабой. Что делает человек, когда понимает, что его тело не вписывается в обычный мир? Комплекс великана. Иногда она стояла перед зеркалом по часу, смотрела, молчала и все равно не могла принять свое отражение. Ее рост был около 6,5 футов, а иногда казалось все 8. Плечи шире дверных проемов. Обувь только мужская. На каблуки она даже не смотрела. В подростковом возрасте она ненавидела свое тело. Пыталась сесть на диеты, пряталась под оверсайз одеждой, избегала фото. А когда появлялась на групповых снимках, всегда старалась быть где-то сзади, скрюченной, незаметной, потому что рядом с другими она оказалась не человеком, а скалой. Психологи говорили про дисморфофобию, страх своего тела, но она чувствовала другое. Это был не страх, это было ощущение, что она живет в теле отца и никак не может от него отделиться. Иногда она хотела быть кем-то другим, мечтала родиться обычной или хотя бы на пару дюймов ниже, чтобы не бросаться в глаза, чтобы пройти по улице и не услышать за спиной: «Ого, ты видела это?» Но внутри-то все кипело. Потому что она знала, чем больше она прячется, тем меньше она собой становится. И однажды она решит все оборвать. Навсегда. Отказ от сцены. Предложений было много. Контракты на участие в шоу, документальные фильмы. Даже рестлерские школы звали «Ты будешь следующей легендой». Некоторые даже предлагали сыграть отца в ретроспективных сценах. Но она отказалась от всего. Публичность пугала ее. Камеры парализовали. Внутри нее не было ни капли желания продолжать семейное дело. Она хотела жить своей жизнью без вспышек, без костюмов, без публики. Многие говорили, что она упустила шанс, что могла бы заработать миллионы. Но для нее это был не шанс, а ловушка. Она боялась потерять себя окончательно, потому что каждый выход на публику превращал ее не в личность, а в дочь Андрея. И однажды она сказала решительно: «Я не буду звездой ни ради денег, ни ради славы, ни ради наследия, просто потому, что она хотела остаться собой, человеком, а не титулом». Но даже выбрав тишину, она не смогла избежать последствий, потому что имя отца следовало за ней как эхо. Трудности личной жизни. Когда она влюблялась, ей казалось, что это наконец нормально, что любовь не видит роста, не мерит ширину плеч. Но реальность была жестокой. Парни чувствовали себя рядом с ней неуютно. Кто-то шутил, кто-то избегал прикосновений, кто-то говорил в лицо: «Ты слишком мужская». Сначала она пыталась меняться ради других, становиться тише, женственнее, носить юбки, даже если они не сидели, менять походку. Но все это казалось театром. Она уставала, потому что чем больше она старалась быть удобной, тем больше теряла себя. Иногда люди писали ей в социальных сетях. Кто-то искренне восхищался, кто-то просил советы, а кто-то это откровенно насмехался, обзывали чудовищем. Или наоборот, фетишизировали как экзотику. Это ранило. Глубоко. Однажды она влюбилась по-настоящему и впервые почувствовала, что ее принимают, но потом узнала, что этот человек просто использует ее имя. Пиар. Фото, интервью. Слезы были долгими, и после этого она замкнулась.
Но прошлое не отпускало. Особенно то, что касалось матери. И однажды именно мать вернула в ее жизнь ураган. Месть матери. После смерти Андрея Джин, мать девушки, осталась с пустыми руками. Юридически он не признал дочь. Документов было мало, слов еще меньше. А имущество делилось между теми, кто оказался в нужное время в нужном месте. Но Джин не сдалась. Она подала в суд. Требовала признания части наследства, упоминания дочери как официальной наследницы. Процесс был долгим, скандальным и для девочки довольно мучительным. Газеты писали о битве за миллионы великана. Фотографии, которые она ненавидела, появлялись в заголовках. Мать выходила на публику, давала интервью и даже рассказывала детали личной жизни Андрея, которые он бы точно не хотел раскрывать. Для дочери это стало предательством. Потому что она хотела тишины, а получила еще больше шума, но при этом впервые мир услышал, что она существует официально, под документами, с подписью, и именно с этого момента все начало меняться. Потому что вместе с признанием пришло и право на вопросы, а у нее их было слишком много. Наследство великана. После судебной волны и публичного признания начались юридические процессы. Бумаги, счета, контракты — все вскрывалось заново. Наследство Андрея, как оказалось, было не таким уж и сказочным. Хотя, по слухам, он зарабатывал десятки тысяч долларов за вечер, большая часть средств ушла на лечение, путешествия и обслуживание его особых нужд. Но кое-что осталось. И это кое-что вызвало новый конфликт. Речь шла не столько о деньгах, сколько о правах. Право на имя, право на образ, право на будущие доходы от фильмов, игрушек, комиксов, рекламы. Все это уже приносило доход. И дочь Андрея, теперь официально признанная, должна была получить часть. Только вот не все были этому рады. Некоторые из бывших партнеров рестлера не хотели делиться. Начались кулуарные игры, переговоры, манипуляции. Одни звали ее на свою сторону, другие угрожали судами. Но она уже была не той испуганной девочкой. Теперь у нее был голос. И она впервые сказала: «Это не про деньги, это про справедливость». Она не стремилась к миллионам. Ей нужно было признание, то, чего не дал сам отец при жизни. И хотя деньги все же пришли, они не сделали ее счастливой. Но позволили сделать то, что она откладывала слишком долго. Где она сейчас? Вместо шумных городов она выбрала провинциальную тишину. Маленький дом, сад, собака, никаких шоу, интервью, репортажей, только книги, музыка и немного спорта, чтобы чувствовать тело, а не бороться с ним. Она больше не боялась смотреть в зеркало. Не пыталась уменьшиться или спрятаться. Она, наконец, приняла, что такая и есть она. Не идеал. Не копия, не наследница, просто человек. Соседи знали, кто она, но не делали из этого сенсацию. Некоторые приносили овощи из огорода, кто-то звал на ужин. Люди видели в ней женщину, а не образ с ринга. Это была победа. Тихая, но настоящая. Иногда ей все же писали журналисты, иногда фанаты отца. Она не отвечала, но читала. И все чаще с улыбкой. Потому что больше не было боли. Только понимание, ты можешь уйти от прошлого, не убегая от себя. Но покой бывает обманчив. Особенно, когда в организм вмешиваются те же гены, которые когда-то возвели ее отца на пьедестал. Скрытые болезни. Отец прожил Короткую жизнь. Менее 50 лет. Его сердце не выдержало давления, которое давала на организм гигантская форма. Врачи называли это акромегалией, редкое заболевание гипофиза, при котором тело не останавливается в росте. У Андрея оно было ярко выражено. У нее тише, но все же было. Первые симптомы пришли незаметно. Постоянная усталость, боль в суставах, нарушение зрения. Она списывала все на возраст и стресс. Но однажды, после обморока, сдала анализы. Результаты были тревожными. Ее тело вырабатывало слишком много гормона роста. Это означало, внутренний конфликт не закончен. Даже если внешне все стабильно, внутри все еще буря. Она могла бы лечиться и начала. Но понимала, ее история теперь идет по той же дорожке, что и у отца. Только она знала об этом заранее. Эти знания не испугали ее. Наоборот, укрепили. Потому что она поняла. У нее есть шанс сделать то, чего не сделал Андреа. Жить осознанно и использовать свои особенности не как проклятие, а как платформу. И тогда пришла идея, которая перевернула ее мир — обретенная сила. Она начала говорить. Не на сценах, не в эфирах, а в школах, колледжах, благотворительных организациях. Рассказывала о принятии, о боли, о теле, которое невозможно игнорировать, о жизни в тени великанов. Люди слушали. Девочки с редкими заболеваниями писали письма. Подростки, страдающие от травли, говорили: «Ты помогла мне не сломаться».
Ее сила больше не была только физической. Она стала голосом, опорой, примером. Она создала фонд для помощи детям с нарушениями роста. Стала символом принятия. И впервые почувствовала, все это не зря. Все шрамы, боль, одиночество вели к тому, чтобы стать нужной другим. Когда-то она пряталась, теперь светилась. И именно тогда, когда казалось, что круг замкнулся, произошло нечто неожиданное. Появился человек, связанный с самым началом ее истории. Встреча с прошлым. Это был старый друг отца. Один из тех, кто стоял с ним плечом к плечу в зале, где зрители кричали от восторга. Он нашел ее не ради денег. Он искал ее ради слов. Ради одной фразы, которую Андреа просил передать. Они встретились в кафе. Ему было за 60. Она почти не помнила его. Но он помнил ее в детском возрасте. Помнил, как Андреа смотрел на ее фотографии. Как молча хранил открытки, которые она ему писала. Как однажды сказал: «Она моя гордость, даже если я это не показываю». И тогда он передал ей письмо, написанное от руки, со странной датой и знаком. Внутри не было пафоса, только простые строки. «Если ты читаешь это, значит, ты взрослая. И, надеюсь, сильная. Прости, что не был рядом. Но знай, ты единственная часть моей жизни, которой я не стыжусь». Она плакала, смеялась, молчала. Это было примирение. С отцом, с собой, с прошлым. И хотя путь ее не был легким, именно он сделал ее тем, кто она есть. Женщиной, унаследовавшей не только гигантское тело, но и гигантское сердце. Голос отца. Письмо от Андрея стало для нее не просто посланием из прошлого. Это был голос. Теплый, честный, наконец-то личный. Он не пытался оправдываться. Он не играл роль. Он писал как человек, который знал, что все упустил, но все еще надеется, что можно что-то исправить хотя бы словами. Там были простые фразы о том, как он носил ее фото в бумажнике, о том, как однажды купил игрушку, но так и не осмелился подарить, о том, что боялся, что будет плохим отцом, и поэтому решил исчезнуть, потому что думал, так будет лучше. Эти слова были важнее миллионов, важнее славы. Они были тем, чего ей всегда не хватало. Признанием. Признанием не публичным, а человеческим. И впервые за много лет она смогла сказать: «Я тебя прощаю». С этим письмом она сделала то, что раньше казалось невозможным. Вернулась туда, где все началось. На арену, где блистал он. И когда вошла в пустой зал, где все было будто застывшим, просто закрыла глаза. Сказала вслух: «Ты был моим отцом. Я теперь это не прячу». И эта фраза запустила что-то новое, потому что теперь она знала. Она не просто тень. Она продолжение. И может идти вперед. Она Андреа. Свою фамилию она никогда не меняла официально. Но теперь сделала это. Русимов. Та же, что была у отца. Символично, сильно. И больше не больно. Потому что теперь она чувствовала не стыд, а гордость. Мир отреагировал бурно. Новости пестрели заголовками. Дочь гиганта вернулась. Наследница рестлера стала голосом силы. Но ей было все равно. Потому что это решение она приняла не ради публики, а ради себя. Теперь она говорила: «Меня зовут Робин Русимов». Без колебаний, без тени, без страха. Потому что теперь имя отца не ярлык, а часть истории. Ее истории. Она не стремилась быть героем, но становилась им каждый раз, когда рассказывала свою правду. Каждый раз, когда помогала другим. И каждый раз, когда выбирала путь силы, не физической, а внутренней. И тогда стало ясно: быть Андреа — это не про рост, это про выбор. Новая миссия. Свою популярность она превратила в миссию. Не просто фонд, а настоящую платформу помощи. Образовательные проекты, мотивационные выступления, онлайн-группы поддержки и, главное, личные встречи. Она не играла роль. Она не была телевизионным психологом. Она была настоящей, с ее грубым голосом, с огромными руками, с прямыми словами, от которых плакали подростки. Потому что они чувствовали, она их понимает. Она начала сотрудничать с медицинскими центрами. Программы для людей с акромегалией, консультации, поддержка. Она стала символом не идеальной, а настоящей силы. И каждый, кто чувствовал себя не таким, наконец-то находил отражение. А один день она стояла на сцене. Перед ней зал полный школьников. Она рассказала свою историю, и мальчик из последнего ряда поднял руку, спросил: «А ты счастлива?» Она улыбнулась и ответила: «Я стала собой. Это и есть счастье». ДНК легенды. Научное сообщество тоже не осталось в стороне. Гены Андрея всегда были предметом интереса. Но теперь появилась возможность изучить их дальше. Робин сдала образцы. Добровольно, без условий. Исследования показали удивительное. Некоторые особенности, которые считались болезненными, в ее организме адаптировались. То, что у Андреа вело к боли, у нее стабилизировалось. Ученые говорили о возможности новых подходов к лечению гигантизма. Она не боялась быть объектом изучения. Наоборот, гордилась. Потому что знала, ее участие может изменить чью-то жизнь.
спасти чье-то здоровье или хотя бы избавить от одиночества того, кто смотрит в зеркало и не узнает себя. Она говорила врачам: «Если мои клетки помогут кому-то, значит не зря». Она не искала славы, но стала частью науки, не как пациент, а как ключ. И это стало последним доказательством. Сила может быть полезной, даже если раньше казалась проклятием. Она переписала финал. История Андрея была красивой, но трагичной. Он был титаном, которого любили, но которого убила собственная природа. Его жизнь оборвалась рано, оставив только образ. Грустный, одинокий, сильный, но уставший. Она взяла наследие и переписала финал. Без костюмов, без боев, без триумфальных выходов. Только жизнь. Честная, трудная, настоящая. Она не стала Андреа номер 2. Она стала тем, кем он не успел стать. Свободным человеком, принявшим себя, и дала другим шанс увидеть, что можно быть и большим, и любимым, и странным, и нужным. В этом и был ее триумф. Не на арене, а в себе, не в шоу, а в правде. Андреа ушел, но его история продолжается в ней.